Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня будет необычное видео. Видео-эксперимент. Я хочу постирать 3 салфетки, высушить их разным способом и посмотрим, как изменится их внешний вид. Вот перед вами 3 салфетки, связанные из одной пряжи. Это Троицкая Астра. Все они в одном цвете. Мне очень нравятся эти салфеточки. Это нитка. Напоминают какие-то печеньки с корицей, но связаны они по разным схемам, но из одной нитки. Как я сказала, уже троицкая пряжа. Так будет справедливо, что все салфетки связаны из одинаковой пряжи, чтобы уже посмотреть наглядно, как изменится их внешний вид. Давайте вначале подробнее рассмотрим сами салфетки, какие они красивые у меня. Вязала их давно, вот достала из своих закромов. Вдруг кому-то они приглянутся, и вы захотите их приобрести. Вот на всякий случай я скажу также размеры. Вот такая салфеточка 38 сантиметров. Посмотрите, какая красавица. Очень хорошо они держат форму. Так, следующая салфетка, вот более ажурная уже. Также нарядная. Ее размер у меня 40 сантиметров, немножечко побольше. Интересная салфетка, вяжется просто, но это популярная схема. Я думаю, что кто давно вяжет салфетки, знакомы с этой схемой. Но схемы всех этих салфеток можно найти у меня в группе ВКонтакте «Мастерская Отри». Ссылку я всегда оставляю в описании под видео. Так, и третья салфеточка, вот такую мы с вами вместе вязали на канале. Ссылку на это видео я оставлю в описании в инфобоксе под сегодняшним видео. 34 сантиметра. Все эти салфетки у меня прошли блокировку, но они уже давно лежат. Конечно же, они со временем немножечко все равно сжимаются, так как на блокировке я растягиваю их до максимального размера, и как я сказала, со временем размер немножечко уменьшается. Не знаю, какие они были первоначально, но вот в данный момент вот такой размер у них. Вот. Сейчас я закину их в стиральную машину. Так как это стопроцентный хлопок, буду стирать их на обычном режиме для хлопка. И уже потом буду одну салфетку ставить на блокировку. Вторую салфетку я просто развожу на ровной поверхности, не буду блокировать каждое пико, каждый элемент, просто раскладываем, расправляем все. И третью салфетку, не знаю, какая куда попадется, я высушу просто на сушилке, где обычно мы развешиваем белье, и отутюжу с паром уже после ее высыхания. И посмотрим, как внешний вид моих салфеточек будет отличаться. Но сейчас они, конечно же, безупречные, как я считаю. Все гладенькие, ровненькие. И уже посмотрим и сделаем, наверное, какой-то вывод. Итак, салфетки постираны. Все хорошо отжаты. Сейчас я одну салфетку поставлю на блокировку, одну развожу просто на гладкую поверхность, а вторую повешу сушиться на сушилку. И потом ее просто отпарю утюгом. У меня это парогенератор. И посмотрим, что у нас получится. Так, ну вот одна салфетка у меня сушится. Я, конечно, предварительно ее немножечко все равно подрастянула, чтобы она была не очень сжатая. Так, следующая. Это вторая салфетка. Я ее просто разложила на столе на кухонном. Ждем до полного высыхания, и, может быть, придется ее немножечко также отутюжить. Ну, посмотрим. Если она и так будет хорошо держать форму,
так и оставлю, и даже не нужно будет ее разглаживать. Я так ее прям сильно натянула, постаралась. Так, ждем. Так, ну и третью салфетку я сейчас поставлю на блокировку. Это, конечно, займет немного больше времени. Для блокировки я использую вот такие иголочки. Гвоздики нержавеющие. Не забываем, что салфетка может испачкаться, если вот такие булавочки ржавеют. И потом эту ржавчину очень тяжело вывести. Иногда даже невозможно. Так, сейчас я натяну и покажу. Так, ну все, я полностью натянула салфетку. Я, конечно, тут немножечко схитрила. Не в каждое пико, тут вот между лепесточками еще по 2 пико. Но это слишком долго, много. Мне кажется, достаточно и так. Красивый вид получается. Да, времени на это требуется, но оно того стоит. Все, ждем до полного высыхания. Все наши 3 салфетки сейчас на своих местах. Ждем не до высыхания, даже до пересыхания, чтобы салфетки, вот как пересохшее белье, держали лучше форму. Ну, по крайней мере, которая на блокировке, которая на столе лежит, которая висит на сушилке, может быть, и не нужно ее пересушивать, потому что мы будем ее отпаривать. До встречи! Итак, у вас пролетел один миг, а у меня уже следующий день наступил. Салфетки высохли. Сейчас я снимаю с блокировки аккуратненько. Так, подожду, пока салфеточка остынет, пусть полежит немножечко. Ну вот все, наши салфетки готовы. Мы придали им окончательный вид в рамках нашего эксперимента. И давайте посмотрим, что же у нас с вами получилось и какой можно сделать вывод. Итак, вот эта салфетка была высушена на бельевой веревке и отпарена. Посмотрите, какая красота! Все у нас с вами получилось ровненько, аккуратненько. Давайте вот эти уберу, чтобы пока
Вот, видите, ничего, не бугрится, не стянутая. Красивая у нее внешность. Все прекрасно. Такой способ нам подходит. Ухаживание за салфетками. Следующая салфетка, которую мы сушили на столе. Я ее не гладила. Так, это у нас, да, лицевая сторона. Может быть, попробовать ее отпарить, но я думаю, даже и не стоит. Она и так красивая, ровненькая. Хорошая салфеточка также. И такой метод сушки также имеет право на существование. Да, красивая салфетка, ровненькая, все, краешки я раскрыла тут. Ну, может быть, чуть-чуть и можно ее подгладить, но это не обязательно, я считаю. Так, ну и третьим способом высушенная салфетка — это блокировка. Так, ниточки тут у меня, отрезки. Вот такая салфетка. Только что сняла ее с блокировки. Получилась более ажурная, так как мы ее растягивали. Это, конечно, мой самый любимый метод. Я всегда свои салфетки после вязания ставлю их на блокировку, придаю им такой красивый товарный вид. Но я понимаю, что кто покупает у меня салфетки, не у всех есть возможность блокировать эти кружевные блинчики. Для этого нужна специальная подложка, иголочки, время. Ну и, конечно же, это неудобно в повседневной жизни. Но так как я постоянно вяжу салфетки, конечно, все приспособления у меня для этого имеются. Какой мы можем сделать вывод? Если вы покупаете салфетки или сами вяжете, это не значит, что нужно их обязательно блокировать. Можно обойтись и простым народным способом, просто постирать, посушить и погладить. Все салфетки я вяжу из хлопковой пряжи. Я не добавляла ни крахмал, ни какие другие средства, чтобы они держали форму. Хлопок мерсеризованный и так хорошо держит форму, и считаю, что все равно салфеточка должна быть подвижной, не как колом стоять грубая, а вот должна быть мягенькая. Куда-то, может быть, постелить в вазочку, в корзиночку, кто как их использует. В пасхальные корзинки я белые вот салфетки стелю. Вот, так что вот такой у нас с вами получился эксперимент. Я думаю, что все наглядно я показала, рассказала. Пишите в комментариях, понравилось ли вам такое видео, почерпнули ли вы для себя что-то интересное, полезное, каким методом вы обрабатываете свои салфетки, если вяжете. А если вы не вяжете, а хотите приобрести у меня салфетки, то, как видите, ничего сложного, страшного здесь нет. Ухаживать за ними легко и просто. Вот. Давайте, вот сейчас хочу померить размер вот этой салфетки после блокировки. Все равно она немножечко должна увеличиться. Вот мне интересно было. 43,5 сантиметра. Вот не помню, сколько я говорила вот в начале видео, но я напишу сейчас на экране, как изменился размер. Ну, допустим, если бы я эту салфетку натягивала на раму, сделала бы из нее ловца снов, то она еще немножечко может растянуться на пару сантиметров, так это точно. Я когда натягиваю свои салфетки на рамы, я всегда беру диаметр рамы больше, чем сама салфетка, потому что натягиваю их туго, как барабаны. Это так, просто маленькое отступление, может быть, кому-то пригодится и эта информация. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх, вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!